Доброе турецкое, вы на канале Ольга Лэнд 360. Канал о туризме на Анталийском побережье. Такую небольшую ремарку. На просторах интернета очень многие пытаются высказаться на эту тему, но давайте сразу мы учтем тот момент, что к турбизнесу в Турции они не имеют никакого отношения и не знают внутренней кухни, как здесь это происходит. У нас с мужем своя транспортно-экскурсионная компания в Анталии. Соответственно, всю информацию, все новости мы получаем из первых уст. От турагентов, с которыми работаем, от туристов, которые к нам прилетают со всех стран мира, от ательеров, да, куда мы привозим свои трансферы. Вопрос, который тревожит непосредственно туристов, которые планировали и раньше отдыхали на Анталийском побережье, что у нас происходит с сейсмологической обстановкой. В Италии живу 5 лет. За эти 5 лет, наверное, раз 6 я чувствовала автошоки. Да, что это такое? Это такие небольшие толчки, когда видишь, как лампочка раскачивается на потолке. Из этих 6 раз, наверное, 3 я их пропустила. Я находилась или в душе, или спала, или что-то делала. Просто их даже не заметила. А другие 3 раза, да, их было видно, но именно визуально видно, что лампочка, например, болтается. Сейчас в сейсмоопасной, так скажем, зоне, да, еще где-то продолжаются автошоки. На Анталийском побережье за это все время, после, вот прошел, наверное, месяц, никаких таких глобальных вещей не было. Если мы посмотрим на карту Анталии, Анталийского побережья, то мы увидим, что разломов на Анталийском побережье нету. Они находятся самые ближайшие, по-моему, 200 с чем-то километров от нас. Соответственно, если какой-то большой катаклизм там произойдет, то до нас дойдет только тот же самый автошок, небольшие толчки. Поэтому и, например, в Мерсине поставили там атомную станцию, да, что это безопасное место. Поэтому ательеры, представьте, какое количество денег лежит на Анталийском побережье в плане отелей. Да, и это тоже не с воздуха все взято. Безусловно, люди, когда вкладывают большие деньги, они проводят какие-то научные исследования, насколько это безопасно, какие там здания должны стоять. И основываясь на этом, я могу сказать, что касаемо такого землетрясения, какое прошло в феврале на Анталийском побережье, не предполагается. Не прогнозируется. И сейсмологи говорят, что Анталийское побережье, оно безопасно. Не скажу такое про Стамбул. Стамбул, да, сейчас проводятся достаточно большие проверки в Стамбуле. И делается все возможное, чтобы предотвратить такие же разрушения, если вдруг будет землетрясение. Перейдем к другому. Ательеры по своим собственным желаниям взяли пострадавших в свои отели. Ательеры, принимая к себе гостей из пострадавших районов, сразу оговаривались о том, что они не планируют отменять открытие турсезона в апреле. Некоторых приостановились ремонтные работы, какие-то вещи, связанные с началом сезона. Сегодня у нас 10 марта, день, когда я снимаю этот ролик. И в данный момент ательеры достаточно четко заявляют о том, что 1 апреля отели, которые, и вообще в течение апреля, какие даты будут поставлены, все отели будут открываться. Давайте я вам расскажу такую небольшую подноготную отельной жизни, чтобы мы понимали с вами, что практически этот процесс открытия отелей остановить невозможно. Во-первых, чтобы люди приехали туда работать, это делается все заблаговременно, это делалось еще все в феврале. В марте сейчас кому-то дооформляются визы, делаются какие-то непосредственно там документы, уже набран практически весь персонал, ательеры, директора отелей. Они сделали все, чтобы помочь людям, которые пострадали от землетрясения.
Они заявляют о том, что, дорогие мои, мы помогли вам, чем могли. И, пожалуйста, нам к апрелю нужно освободить наши отели, мы тоже должны зарабатывать деньги. В словах нет ничего кощунственного в принципе вообще. За прошлый год около 3 миллионов туристов приехало на Анталийское побережье. И лето, летний сезон, небольшая часть весны, небольшая часть осени – это тот период, практически 6 месяцев в году, когда отели могут, да, не все отели работают 12 месяцев, отели могут заработать денежные средства, чтобы прокормить персонал, чтобы прокормить себя, чтобы практически прокормить все Анталийское побережье, потому что от отелей уже у нас идет и сельское хозяйство, какое-то производство, да, туристы покупают достаточно много. Я не скажу за всю Турцию, я говорю именно за Анталию. Я просто помню времена пандемии, перед самым сезоном все закрылось, и люди, которые приехали работать, они остались без работы. Они не то что без работы, они без работы, без отеля, они не знали, где жить и что делать, и улететь они даже не могли. И я прекрасно помню эту ситуацию. И, соответственно, сейчас, после холодной зимы, дошло землетрясение. И все, кто мог, помогал, чем мог, да, последние средства туда финансировал. Кто-то пустил к себе в отеле, кто-то с помощью ждет само Анталийское побережье от чего? От притока туристов. Они очень ждут туристов. Многие, кто живет на Анталийском побережье, кто кормит его, они будут содержать тех, кто пострадал. Это такая цепочка, цепная реакция. Да? Конечно, мы все ждем, что турсезон состоится, что туристы приедут, что туристы будут пользоваться услугами, что рабочие места будут сохранены в полном объеме, что отели будут наполнены. И в этом плане для всех в Турции это будет та же самая помощь, какая бы она ни была. Подведем итог нашего разговора. Первое. Отели к сезону будут готовы. Второе. Турция очень ждет туристов. Конечно, третье. Сейсмологическая обстановка на Анталийском побережье никак не изменилась. Четвертое. Информация, которая идет от турагентов, и я сама вижу по нашим бронированиям на это лето, если сравнивать их с другими сезонами, то все идет в полном объеме. О чем это говорит? Люди планируют отдыхать, планируют ехать, а значит, сезон 2023 состоится. Всем желаю здоровья и ждем вас на Анталийском побережье. Ольга Ленд. Яхты, трансферы, экскурсии групповые и индивидуальные. Все, что ты искал в Анталии. Подписывайся.